Всем привет! Меня зовут Бронислав, и я продолжаю свое путешествие по Европе. Сегодня я в замечательном городе Будапеште, и давайте же взглянем, что этот прекрасный город может нам предложить, и почему, возможно, именно вам стоит его посетить. Погнали! В Будапешт я приехал поздно ночью из Мюнхена и, честно говоря, был уже уставший, но стоило утром выйти на улицу, и город сразу ожил. Энергия, движение и очень красивая архитектура вокруг задали ритм. Сейчас я нахожусь в Будапеште, в одном из самых старинных городов Европы. Город расположен на Дунае, который, в свою очередь, делит его на две части. На Буду, с более холмистой местностью, с медленным темпом жизни, более уютной и старинной частью города. И Пешт. Пешт, в свою очередь, более равнинный, без холмов. Жизнь здесь бурлит, все люди куда-то торопятся, и он более развит. А теперь давайте взглянем на собор Святого Иштвана. Без преувеличения, одно из самых красивых зданий, которые я видел за эту поездку по Европе. Сейчас я нахожусь в храме Святого Базилика. Это главный католический храм в Венгрии. Вмещает на себя около 8500 людей. Храм был возведен в честь первого короля Венгрии Иштвана I, который крестил страну. Для меня большим удивлением стало то, что здесь хранится десница Святого Иштвана, его правая рука, которой уже почти 1000 лет. Сейчас я нахожусь в ресторане Эссенция, который был открыт супружеской парой. Мужа зовут Тиаго, он из Португалии, а жену зовут Ева, она из Венгрии. Поэтому меню здесь представлено в виде микса из португальских и венгерских блюд. И в самом ресторане царит такая очень уютная домашняя атмосфера, но при этом все очень красиво, аккуратненько. Также можно понаблюдать за работой на кухне. Сейчас будем пробовать их блюда. So you're going to basically have a piece of meat. It's exactly the center of the deer. On top of that, you're going to have nice breadcrumbs. So it's going to make the soft meat a little bit crunchier. On the side, you're going to have asparagus. And in a bowl, we are going to bring you dumplings with cheese, also morels, asparagus, melons, red onions, dill. It's very, very nice. And it's coming with a beautiful sauce, which is the stock is made out of stew. Сейчас будем пробовать осьминога на гриле. Подается он с гарниром из сухариков, чесночным соусом, солеными огурчиками и грибами. Также подается соус, видимо, трюфельный, с черным перцем. Сейчас будем пробовать этот микс. Вот как выглядит само блюдо. Вкус просто потрясающий. Осьминог очень нежный, обладает очень приятным вкусом. So you're having the main course, the saddle of deer, with the green asparagus on the side, the noodles called gnocchetti, served with coral mushrooms, pickled cucumbers, and yuca cheese. Then I'm finishing your dish with a stew sauce.
Here is a little rooibos tea sauce on the side of the cake, which is infused together with a burnt orange peel and some Portuguese Beirao liquor as well. Enjoy your meal. Thanks. Thank you. В общем, касательно данного ресторана, точно рекомендуется к посещению. В принципе, вы можете забронировать место онлайн, но, как я вижу, днем здесь не очень загружено. В целом, все очень вкусно. Действительно, этот ресторан заслуживает мишленовской звезды. По ценам, примерно на одного человека, я думаю, будет около 100 евро. Основное блюдо, десерт плюс стартер вышел мне примерно в $100 вместе с обслуживанием, плюс чаевые. Ну что ж, давайте еще раз посмотрим на собор и поднимемся на его смотровую площадку. А после двинемся дальше. Сейчас середина июня, и в городе достаточно жарко, поэтому мы сейчас направляемся в знаменитые купальни Сечени. Надеюсь, можем спастись там от жары. Комплекс действительно необходим в городе, так как летом очень жарко. И, как я понимаю, зимой он тоже функционирует, потому что здесь очень много теплых и горячих бассейнов. В частности, будут рады любители саун, так как здесь они есть на любой вкус. Температуры начинаются от 40 градусов и заканчиваются 90-100 градусов есть сауны. Наверное, самая жаркая сауна здесь это Данте сауна, напротив которой расположен небольшой фонтанчик со льдом. В эту сауну в основном ходят мужики, и как только они выходят из нее, они сразу же обтираются льдом, прыгают в холодный бассейн и еще дополнительно принимают холодный душ, потому что там нереально жарко. Здесь, рядом с купальнями Сечени, есть очень необычный аттракцион. Это привозной воздушный шар. Он поднимает на 150 метров и открывает панораму всего Будапешта. Цена около 30-35 евро, но очередь была настолько большой, что попасть не получилось. Значит, будет повод вернуться в следующий раз. Забежал я в один ресторанчик неподалеку от вокзала в Будапеште. У них очень интересная подача, особенно напитков. Их привозит небольшой поезд. Видимо, с блюдами они так не делают.
потому что есть вероятность того, что что-то рассыпется или разольется. Но напитки они подают именно паровозиком, дети просто в восторге. Ну, а я же, в свою очередь, буду пробовать здесь гуляш, традиционное венгерское блюдо. И здесь оно подается в виде супа. Сейчас я нахожусь у Рыбацкого бастиона. Здесь довольно-таки прохладно. Располагается он на стороне Буды, более культурного и тихого района Будапешта. Название связано с рыбаками, которые защищали данную территорию в средние века. Smoking like a signal in a dream. Silver dollar sinking down. Fire dizzy lightness in between. I found you just like an open window inside a new shade of green. I could live under this open window. There's nowhere else I'd rather be. Ну что ж, пора возвращаться в сторону Пешта и устроить небольшой движ. Пора представить двух людей. Первый — это Дан, мой давний и очень близкий друг, который прилетел с семьей навестить младшего брата Амаля. А вот, собственно, и он. Амаль учится в университете в Будапеште и в этот вечер был нашим проводником по городу. Видите справа огромнейшую очередь в бар. Судя по всему, стоять в ней придется около часа, но у меня есть небольшой лайфхак. Можно договориться с человеком у входа и всего за 10 евро сразу попасть внутрь. И вот мы внутри бара Simpla Kert. Если хотите почувствовать атмосферу тусовки в Будапеште, это место точно стоит посетить. Здесь Амаль привел нас к караоке, где мы познакомились с ребятами из Словакии и оторвались по полной. Даже не верится, что мы встретились с ними впервые, это был самый яркий момент вечера. Ну а далее вы все сами увидите.
Спасибо Дану и Амалю за этот вечерний движ. А также в конце этого видео присутствует небольшой спойлер того, что ждет нас на следующий день. Вот та же самая улица Симплакерт, но уже днем. Совсем другая атмосфера, не так ли? Именно в этом районе зародилась культура руин-баров, баров, открытых в старых, иногда полуразрушенных зданиях. Днем здесь спокойно, а вечером все оживает. Днем Симплакерт работает как бар-кафе, можно взять кофе, лимонад или пиво и просто посидеть во дворе или внутри. Также по воскресеньям здесь продают местные продукты, выпечку, сыр, мед, сувениры, иногда стритфуд. Ну, мы переходим к месту для завтрака. Тут пришлось немножко постоять в очереди, но это вполне нормально. Это кафе Стика, очень популярное место среди местных. Уютный интерьер, хороший кофе и завтраки, ради которых стоит ждать. Точно не ожидал, что венгерский завтрак выглядит именно так, но сейчас будем пробовать. Это место как раз таки славится из-за своих завтраков. Они открыты только с 8 до 4, и у них здесь в обеденное время просто огромные очереди. Но есть возможность забронировать столик, но, если не ошибаюсь, бронь возможна только с 8 до 10 и с 2 до 4. В это окно с 10 до 2 вам все равно придется постоять в живой очереди. После небольшого завтрака прогуляемся по центру города и заглянем на Fashion Street. После прогулки и небольшого шопинга заходим перекусить в хумус-бар, и здесь я познакомлю вас с человеком, благодаря которому эта поездка по сути и случилась. Давай посмотрим. Знакомьтесь, это Дима, мой друг и коллега. Именно он предложил поехать в Европу из-за одного ивента, так что давайте как раз отправимся туда.
Вот и начался концерт Imagine Dragons. В этот вечер они исполнили все свои самые знаменитые треки, а также часть песен из последнего альбома. И да, пожалуйста, не обращайте внимания, если иногда я подпеваю. Тем более, что позади меня сидел маленький фанат, который знал все песни. There's people here from all over who've traveled and waited and spent your good hard money to be here tonight. I promise you this, we'll give you everything we have. What an honor, what a privilege to be on this stage and to share this night with you. Like I said, my only hope is that you can just feel. I got a little bit bigger than all in me. I'm just a Now don't you understand? No one don't mind that low. Never wanna hate preach, no. Take me to the beach. Можно было действительно почувствовать, что все артисты получают удовольствие от выступления и выкладываются на 100%. Если думаете, покупать или не покупать билеты на Imagine Dragons, точно берите, не пожалеете. Но вот и подходит к концу этот замечательный концерт. Если будет возможность, обязательно посетите их выступления, думаю, вы останетесь довольны. Лично я с радостью пришел бы сюда снова. Ну а мы перемещаемся из Будапешта в Вену. Сев на утренний поезд, мы оказываемся в совершенно ином мире, гораздо более спокойном, чем Будапешт. К сожалению, времени в Вене было совсем немного. Отпуск подходил к концу и приходилось совмещать работу и прогулки. Много локаций остались не посещенными, а часть тех, что мы посетили, была закрыта. Так что я обязательно вернусь в этот красивый город еще раз. Оставив вещи, мы направились в ресторан Люгек, чтобы пообедать, и заказали 2 блюда. Шницель с клюквенным соусом и тафельшпиц. Традиционное австрийское блюдо из вареной говядины, которое подают с картофелем и бульоном. Ух ты. Не, ну шницель такой, он прям выглядит сочным, мягким. Здесь, получается, это из клюквы, да, варенье? Это клюква. Получается, из-за того, что текстура такая, она как
сверху, не знаю, похоже на... Да, кляр. И причем такой кляр, как будто бы как блинчик, да? И типа ты начинаешь есть сначала этот кляр вместе с этим вареньем. Такое ощущение реально, как будто ты блинчик ешь, а потом доходишь до мяса. Так, интересное сочетание получается. Ну что ж, попробуем сам супчик. Он такой, да, как шурпо. Просто, да, сам бульон не такой жирный. Так, окей. Ломтик мяса. Хрен с яблоком. Окей. Немножко соуса. А соус как тебе по вкусу? Очень кремовый, мне тоже понравился. да. Кремовый соус. Сейчас попробуем. Но я бы съел демон. После сытного обеда давайте отправимся на прогулку по центру Вены и бегло взглянем на несколько достопримечательностей. После прогулки мы решили заглянуть в кондитерскую Аида, и яблочный штрудель здесь просто невероятно вкусный. Десерт позади, и мы направляемся в музей Бельведер. Посмотрим пару шедевров, которые знают по всему миру. На время пребывания в Вене я остановился у Димы и его девушки Наргизы. Огромное спасибо им за приглашение и за то, что показали город. Здесь мы с Димой решили прокатиться на велосипедах и осмотреть центр города. На сегодня это мой железный конь. Я одолжил его у Наргизы. Большое спасибо за это.
Тут мы заехали посмотреть на Хандерт Вассерхаус. Надеюсь, что произнес название правильно. Это знаменитый жилой дом. Его отличают яркие цвета, неровные линии и живые растения на фасаде. Настоящий архитектурный шедевр Вены. Здесь мы немного прогулялись по Шонбрунну, бывшей летней резиденции австрийских императоров. Шонбрунн известен не только дворцом, но и своими садами. Здесь есть лабиринт, оранжерея, а с холма Глориетта открывается один из лучших видов на Вену. Ну, вот и близится к завершению моя поездка по Европе. Я очень рад, что прилетел сюда. Поездка получилась очень насыщенная, очень активные, города сменялись очень быстро и явно не хватало сна. Но мне очень понравилось. Основной причиной поездки был концерт Imagine Dragons, но помимо этого я посетил несколько городов, посмотрел на различные достопримечательности, поел много разной еды, очень вкусной, и все было очень необычно. Это мой первый раз в Европе, поэтому все было в новинку. В Европе присутствует некоторая такая непринужденность, чувствуется, наверное, чуть-чуть больше свободы, нежели чем в азиатских странах, потому что в основном я путешествовал и проживаю в Азии. Обязательно приезжайте сюда, если хотите почувствовать Европу, ее историю, культуру, посмотреть на то, как живут другие люди. Путешествуйте побольше, действительно. Желаю, чтобы у вас было много приключений. Пока-пока. Увидимся с вами снова.